Всем привет, дорогие друзья! Посмотрите, какая у меня есть деревянная застежка. Совсем недавно я купила ее на ярмарке мастеров, так как давно хотела сделать украшение из деревянных бусин, но и именно с такой застежкой. Я когда-то видела такие украшения в Инстаграме, одна мастерица делала. И вот мне загорелось, и я начала и поиски на всех сайтах искать такую именно застежку. Ну вот встретилась мне только в одном магазине на ярмарке мастеров, и причем она одна была. Было бы больше, я купила бы, наверное, несколько таких. Здесь 7 отверстий, поэтому украшение будет многорядное. И бусины я тоже как-то показывала вам. Очень много я покупала деревянных бусин. И теперь я уже насобирала, я думаю, достаточное количество разных бусин. Мне хватит на 7 рядов. Это вот такие деревянные круглые бусинки. Неплохого качества. Это, по-моему, 6 миллиметров бусинки. И количество, я не помню, по-моему, здесь 200 штук. Я их подкупила много, чтобы хватило на семирядное украшение. Я думаю, мне этого хватит, так как я буду разбавлять еще вот таким цветом. Это тоже деревянные бусины. Тоже я покупала на сайте Алиэкспресс. И сначала одну упаковку, потом другую купила. Потом я еще вот такие вот покупала бусинки. Тоже они мне понравились. Коричневый цвет очень хорошо подходит, да, к застежке. Ну, такая же форма. Ну, еще вот такие покупала. Тоже подходит по цвету, я думаю. Ну, вот я подумаю, буду я их ставить, эти кубики, или не буду. Они красивые и хорошо прокрашены. Мне нравится все. Углы здесь сглажены, как видите. Может быть, один ряд я и поставлю эти бусинки. Почему бы и нет, да? Ну и еще хочу разбавить, может быть, плоские вот эти бусинки. Турквенит у меня есть вот такие бусинки. Я много покупала раньше турквенита. И здесь оттенок такой, он желтоватый. В разных магазинах я покупала. И многие бусины отличаются и по цвету. Есть у меня такие же бусины, только цвет немного голубее. Другая ниточка пришла из другого магазина с таким желтым оттенком. Я подумала, ну и хорошо, эти бусинки будут сочетаться, например, вот с коричневым цветом. Если их между бусин я буду ставить, будет неплохо. И вот это вот все я хочу сейчас сделать вместе с вами. А буду я делать на вот такой нити рыболовной 0,8 и 0,14 миллиметров толщина. Здесь всего 100 метров, но она коричневого цвета. Эту нить я купила, увидев в распаковках у Любови Владимировой. И сразу же купила. И она мне очень понравилась тем, что я уже плела на ней, не пачкаются руки. Так как я пользуюсь другой нитью, до этого пользовалась, черного цвета, так у меня руки были все черные, и плохо эта краска отмывается. А здесь я уже пробовала ей работать. Мне она очень понравилась. И я надеюсь, что она тоже не подведет себя, и она хорошо по цвету подходит, так как здесь мне придется все-таки завязывать, узелки будут, и их не будет так заметно, так как если белая была бы, ее было бы видно, да? Ну, а здесь коричневый цвет, он хорошо подходит, так как я буду делать 7 рядов, ну, примерно 50 сантиметров длиной бусы будут, да? И мне нужно будет отмерить или сразу длину нити, или уже пополам делать, будет 2 узла, или уже одну нить отрезать длинную. И вообще-то я хотела ее вдвойне поставить, так как позволяют отверстие в бусинах большое. И прочнее будет, наверное.
и лежать они будут аккуратно, мягко. Наверное, так. Я сейчас подумаю, конечно, как лучше мне сделать. А сейчас я хочу вам показать свое старое украшение. Покупалось оно, ну, наверное, в начале 2000-х годов. Деревянные бусы. Одно время я, или мода была, я уже не помню, у меня много было льняной одежды. И под нее, под одежду я купила вот такие бусы. Так и я их так заносила. И хотела показать вам, какие у меня сохранились деревянные бусины. Очень мне нравятся они. Я планирую их переделать. Может быть, что-то дополнить, убрать вот эти бусинки, добавить новой фурнитуры, которую мы сейчас покупаем. Возможно, да? Такие красивые резные бусинки. Они вот так сделаны, с большим отверстием, и внутри такая рамка из металла, металлическая. Ну а эти плоские тоже мне нравятся. Вот такое украшение я когда-то носила. И у меня много старых украшений. Может быть, я сделаю какую-то серию переделок из своих старых украшений. Ну, не знаю, если вам интересно будет, конечно, переделки посмотреть, напишите, я сделаю видео. Ну, а сейчас я начну делать вот это задуманное украшение мной. Очень мне понравилась эта застежка. Можно, ну, наверное, браслет это будет очень большая, такая крупная, да, будет мешаться на руке. Ну, а для колье в стиле бохо в самый раз. И отмерила я двойную нить 7 метров. Я посчитала, если по 50 сантиметров примерно будет длина каждой нити, это выходит 7 метров. И я вот положила вот так. Она будет застегиваться, правильно? И нижний ряд я уже вставила. Здесь я узел хороший закрутила. И еще подпалила горелкой, чтобы точно он не пролез в это отверстие. Ну и хорошо будет набирать бусины, скорее всего, через двойную иглу. Вот у меня второй конец я продеваю. Двойная игла, и удобно будет мне набирать. Отверстие большое в деревянных бусинах. И сейчас я уже буду набирать и показывать, что же у меня получится. Не так-то просто нанизать бусины. Очень длинная нить, и перетягивать бусины каждый раз. Это долгое-долгое развлечение такое, знаете. И вот так вот сижу и набираю. И провожу нить. Не быстро это будет. И хочется, чтобы каждый ряд был, наверное, разный. Посмотрю, получится у меня так или нет. И давайте посмотрим, что у меня получилось. Конечно, это не быстрое дело. На нить 7 метров набрать столько рядов. Много раз я пересобирала, так как надо было мне, чтобы лежало это все от застежки до застежки вот так вот ровно. И набор у всех разный на нити, поэтому приходилось мне снимать бусинки и нанизывать заново, чтобы вот так вот все у меня получилось ровно. Ну и в итоге вот такое украшение. Очень легкое и комфортное на шее. И, конечно, можно было это сделать и каждую нить отрезать и завязывать узелки. Но вот я задумала себе, чтобы меньше было узелков. На этой стороне один узелок и здесь один узелок. Поэтому узелков у меня и не видно. Ну а украшение потрясающее. Легкое очень даже. И цветовая гамма мне такая нравится. Кстати, я хочу показать вам одни бусы. Я недавно их приобрела. И посмотрите, какая цветовая гамма у этих камней. Такие потрясающие камни. И тоже такая же цветовая гамма. Коричневая с голубым. Я думаю, с джинсами очень будет красиво. И, во-вторых, можно еще вот так перекрутить, как я хотела. Такой жгут будет толстый. Украшение коротенькое будет. Ну, посмотрите фотографии в конце видео. А еще, пока у меня не было этой застежки, я планировала делать на кольцах. Кольца большие я покупала, я вам показывала по диаметру, крупные такие. И можно было собрать
нитей сколько угодно и крепить уже к кольцу. К кольцу уже можно прикрепить карабин какой-нибудь большой по размеру подобрать. И так тоже можно собрать. Но у меня остались бусины. Я еще хотела в красной цветовой гамме собрать. Не знаю, получится у меня или нет, так как бусин много уходит. Вот круглых у меня почти полный пакет ушел, круглых. Но остались совсем немного вот таких трубочек и таких. Возможно, я когда-нибудь сделаю еще с красным цветом. Ну а украшение вот такое очень интересное, смотрится здорово, и добавок оно легкое, невесомое, на шее его даже и не чувствуется. Комфортно будет носить его, я с удовольствием буду его надевать. Если вам понравилось мое украшение, пишите комментарии, мне всегда интересно ваше мнение, понравилась вам такая идея. Поставьте лайки, не забывайте подписываться на Дзен, много интересного у меня впереди. И не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пока!